Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же перемены все изменят в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И продолжаем знакомиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие женщины вам нравятся, полненькие или худенькие. Вот какой типаж женщин вам нравится? Может быть, вам без разницы, и такие есть. Итак, а пока смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так. Ну вот, казалось бы, да, начало все хорошо, я уже прям начала радоваться, что уже довольно неплохая карта, но опять же все испортила наша пятерка мечей, да. Вот проигрывается ситуация, когда вы, смотрите, вы находитесь сейчас вот в отшельниках. Женщина, которая была для вас важна, она осталась позади. С этой женщиной проигрывается, либо же серьезный конфликт произошел, либо же это разрыв, расставание, но сейчас она далеко. Женщина, которая была для вас всем, да, вот она была императрица, ваша богиня, много денег вы в нее вкладывали, много чего для нее делали, у кого-то даже может проиграться, что вы, ну, как бы, ну, не то чтобы ее на ноги поставили, но человека из нее сделали. Вот так вот, наверное, правильно, да. Ну, то есть, либо же вы карьеру могли ей сделать, либо что-то еще помочь, как-то продвигать, может быть, через связи свои. Ну, то есть, по-разному может проигрываться. То есть, когда она с вами знакомилась, вот у меня такая информация идет, что в начале отношений она была другая, она не была такая вот фифа вся из себя. Вот вы ее сделали заботой такой, сделали финансами, сделали вообще тем, что вы для нее делали, своей манерой общения. Вы сделали ее вот такой вот императрицей, самовлюбленной, эгоистичной. Она поменялась, ну, я думаю, кардинально в процессе вот вашей либо же жизни, либо же в процессе ваших длительных отношений. Но вы приложили руку. Казалось бы, вы старались, да, вот любили, залюбливали, задаривали, но это ей не пошло на пользу абсолютно. Напишите, есть такой момент, либо же нету, да, вот как будто вот вы ее своей любовью, заботой, вы ее испортили, да, казалось бы, благими намерениями, но что-то пошло не так. Может также проигрываться у некоторых из вас, что вы все-таки еще хотите помириться. Несмотря на конфликты, несмотря на то, что она манипуляторша, несмотря на то, что вас было двое у нее было два мужчины, если кто-то из вас не в курсе, да. Да, неприятно, но говорю то, что вижу, то, что есть. Своей любовью, смотрите, вы насколько ее залюбили, закружили, что может даже быть такое, что вы не заметили, как она пошла направо-налево, да, и вот она вами двумя, человек манипулировал двумя мужчинами, и вами, и еще одним товарищем она манипулировала. Из-за этой женщины вам настолько было тяжело, плохо и больно, что вот да, либо же сейчас еще вы находитесь в отшельниках, да, вот такое настроение, когда хочется побыть наедине с самим собой, когда особо нет настроения, когда какой-то упадок сил, да, у некоторых может проигрываться, что этот период был, но уже проходит, да, мы помним из расклада в расклад, что это общий расклад. И те ситуации, вот, которые я говорю, которые я описываю, у кого-то они сейчас проигрываются, у кого-то это уже, ну, как бы немножечко в прошлом они, но тем не менее вы его проходили. Итак, смотрим, какие же перемены произойдут в вашей жизни, которые изменят, может быть, даже кардинально изменят вашу жизнь. У вас появится, знаете, вот роковая соблазнительница. Вот на горизонте у вас нарисуется женщина, которая вот будет настолько с вами либо же флиртовать, причем это делать будет открыто, строить глазки, кто-то может даже открыто приглашать в гости, знаете, вот как обычно это делают, даже соседка знакомая, там старая знакомая, ну кто угодно.
То есть человек определенно настроен на такие вот интимные романтические отношения. Но опять же, эту женщину, я думаю, вы, скорее всего, отошьете. Я не вижу никаких пока у вас таких вот любовных развлечений, именно развлечений, потому что эта дамочка, она больше рассчитывала, вернее, это на будущее, вернее, будет рассчитывать, да, вот, ну, чисто поразвлечься. Но это останется ее иллюзией. Я не вижу, чтобы вы согласились, потому что, ну, судя по раскладу, вы скорее стабильный человек, вы больше хотите, ну, хотели бы, вообще вы по жизни склоняетесь к тому, что должны быть постоянные отношения. То, что у кого-то из вас периодически там был левак, да, мы не будем сейчас разбираться, почему был, по какой причине. Ну, то, что просто так левак не бывает, но это однозначно, уж поверьте мне. Вот. Но эта дама скорее она отправится во свояси, потому что, ну, вы немножечко рассчитываете на другое. Вам нужна более такая стабильная партнерша, более серьезная. Какие еще будут у вас перемены в жизни? Смотрите, у вас по финансам идет вот какая-то, ну, я не могу сказать, что прям золотая жила, да, это вас еще разорвет от счастья после таких слов. Финансовое положение, вот у кого особенно проблемы, да, с деньгами, вот будет как будто вот господи, уже слова не могу выговорить, дожилась, да, по мановению волшебной палочки. Знаете, вот будут как-то так складываться ситуации, вот такие люди будут попадаться в вашей жизни, которые будут, ну, реально вам помогать. Кого-то устроят на работу, кто-то предложит сам, да, вот, может быть, кто-то из ваших старых знакомых, да, скажут, что, ну, вот у меня есть там вакансия, либо же я знаю, там, у моих там кум, брат, сват, знаю людей, которые могут тебя взять. Ну, то есть будет вот какой-то толчок, вот какой-то вот шанс свыше, вот именно по трудоустройству. Это очень сильно перевернет вашу жизнь именно в позитив, вот именно в финансовом плане. Причем может еще проигрываться появление женщины из прошлого. Давайте уточним. Что это за женщина из прошлого? Барабанная дробь, все напряглись, да? Бывшая, не бывшая. Что за женщина? Ну, она сейчас далеко от вас. Так, смотрите, появится и бывшая может объявиться, красопета ваша. Она может объявиться, ну, в таком плане, знаете, я бы сказала, больше агрессивно. Вот она что-то недовыясняла с вами, что-то вот с какими-то наездами она опять объявится к вам. Она захочет либо же прояснить что-то, либо это может быть, ну, я не знаю, вот кто судится, допустим, да, какие-то выяснения отношений вот в плане, что она хочет больший кусок себе оторвать, да, и деньги, машины, квартиры, вся вот эта дележка. Ну, то есть, по-любому, это какие-то наезды, это ее недовольство, это много агрессии в вашу сторону, поэтому будьте осторожны, потому что дама очень продуманная, очень хитрая. Ну, у меня такое впечатление, что она как будто не все урвала у вас, да, особенно это касается тех, которые, ну, не так давно разошлись, когда вы еще хоть как-нибудь общаетесь. Теперь еще в вашей жизни появится другая дама. Это будет совершенно другая, она сейчас далеко. Что это за дама? Вот она. Смотрите, в вашей жизни появится женщина, но у меня такое ощущение, что она то ли приезжая, вот, либо же она издалека, да, может проигрываться, что, ну вот реально, она как будто либо недавно приехала там, где вы живете, там в тот город, там деревню, там или что. Ну вот сейчас она однозначно ни здесь, ни с вами, ни рядом, нет. Женщина, которая в своей жизни, она много чего претерпела, в том числе она много настрадалась вот и в финансовом плане, и в плане отношений. Она, знаете, вот у нее такая предыстория была, что она, ну как бы она сама себя сделала, да? Вот у нее была тоже, у нее была большая чистая любовь,
Очень такие вот у нее были отношения, которые вот разорвались в один миг. Она жила в полном шоколаде. Ее холили, лелеяли. Был период, когда у нее все было хорошо, но это все резко оборвалось. Почему оборвалось? Она ушла. Смотрите, мы не будем сейчас очень глубоко ее смотреть, да, ну то есть она ушла сама от этого мужчины, ей было тяжело в этих отношениях. Сначала она была в полном шоколаде, она жила стабильно, классно в любви, но потом эти отношения начали ее тяготить, да, я не буду смотреть, там измена, не измена, но она ушла сама. С этой женщиной у вас нарисовывается новая любовь, которая может реально перейти в брак. Это не просто женщина. Именно вот она послана вам как бы свыше, да, чтобы перевернуть вашу жизнь на 180 градусов. Посмотрите, у нас однозначно, вот после того, как вы были таким отшельником, пока вы себя там ограничивали, да, пока вы не хотели там особо ни с кем общаться, да, вот судьба, просто сама Вселенная посылает вам эту женщину. Да, у вас вот был тупик. После вашего тупика, вот она посылает Вселенная вот вам женщину, да? Вот. Это конец вашего тупика, это конец ваших страданий, переживаний, это конец вашей вот, знаете, вашей прежней истории любви. Потому что даже те, кто сейчас еще надеется там с бывшей, может быть, помириться, еще на какие-то там ее шаги надеется, нет. Вот знаете, с появлением вот этой дамочки она настолько вот просто отрежет все мысли про бывшую. Вот настолько с ней будет легко, просто и комфортно, настолько это человек, с которым и легко, и весело, с которым можно быть на одной волне, да, с которым может быть и романтика, и те же поездки. Вот обычно с такими женщинами, да, вот хорошо просто даже помолчать. Вот обычно, как я говорю в своих видео, да, самые лучшие отношения, когда людям вот приятно даже помолчать. Это высший пилотаж, это высшая степень вот какого-то комфорта, я не знаю даже вот как назвать, да, когда не просто тебе обниматься, зажиматься приятно с человеком, а просто вот, да, вот женщина рядом, и тебе уже кайф, тебе уже просто до мурашек. Ты кайфуешь от того, что вот она просто с тобой, может быть, телевизор смотрит. Либо же ты кайфуешь, что ты просто ее за руку там держишь. Вот с ней у вас будет именно вот такие отношения. То есть вот какие перемены, да, вот и по финансам у вас будет все по-суперскому. И это женщина, которая войдет в вашу жизнь именно для того, чтобы вот закрыть вашу прежнюю историю. Вот вашу историю любви, которая, ну, оказалась даже совсем не любовью, а вернее даже, ну, наверное, односторонней, просто вашей любовью, да. А вот ваша императрица-потребительница, она останется далеко в прошлом. Я искренне порадуюсь, вот если вам хотя бы некоторым, да, вот в ближайшее время, потому что это общий расклад, появится такая женщина, которая реально сможет перевернуть ваш мир, которая сможет, ну, спасти вашу душу, вот реально спасти, да, от вот этих всех страданий, переживаний, чтобы вы ожили, чтобы вы, вот как цветы распускаются, как листья распускаются весной, так, чтобы вы ожили, да, чтобы глаза начали сиять счастьем, чтобы вы порхали на крыльях любви. Поэтому я искренне вам всем желаю поскорее встретить такую женщину, с которой вы будете сиять от счастья и забудете все свои прежние страдания. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!